Привет, ребятки. Я сегодня решил делать видео про образование. Как вы знаете, я учил, конечно, в Испании, я здесь живу. Я учил в России, я там жил, и я тоже учил в Америке. Я хочу на самом деле говорить про этого, так что поехали. Во-первых, я хотел сказать, что система экзаменов намного по-другому. Во-первых, здесь в Испании мы делаем на самом деле экзамены, как в России. Ну, просто не совсем. Например, здесь в Испании у нас обычно есть экзамен, у которого есть 10 вопросов. И мы, например, на одном семестре делаем много тем, и потом на экзамене есть 10 вопросов. И это все. Тебе надо учить все и готовить для все, и идти на экзамен и делать. В России, например, я знаю, что обычно преподаватель тебе дает, типа, не знаю, 30-40 вопросов. Ты все это как приготовишь, как узнаешь и так далее. И потом идешь на экзамен, и там есть такие билеты, которые ты возьмешь один билет, там будет один вопрос, ты, не знаю, за 20-30 минут подумаешь, чуть-чуть пишешь что-нибудь, и потом идешь к преподавателю и делаешь. И вот так, на самом деле. У нас не так в Испании. Мы напишем обычно типа 10 вопросов. И в Америке, мне надо сказать, что там меньше экзаменов, просто там. И там экзамены не такие важные, как здесь в Испании и в Европе на самом деле, и в России. Потому что в Америке обычно они больше чего делают, например, как писать домашнее, потом преподаватель проверяет, поставит оценку и так далее. Да? У них более как практика, более как больше говорить на уроке или на паре и так далее. И меньше как делать экзамен на самом деле. Вот все. Во-вторых, я хотел говорить про обучение и про стипендии. Во-первых, обучение. Обучение здесь в Испании, как я тоже сказал недавно, здесь такая не очень дорогая. Примерно может быть, что 1500 евро или 2000 евро это обучение. В России обучение может быть 100 тысяч, 200 тысяч или 300 тысяч, если это примерно как МГУ. А в Америке не так. Когда я учил в Бостоне, я помню, что там обучение за год было где-то чем-то как 40 или 50 тысяч. Это во-первых. Здесь, в Испании, можно учить, даже если ты бедный. Там, в Америке нельзя. В Америке просто, если ты бедный, это очень сложно. Наверное, сейчас из-за этого говорю про стипендии. Во-первых, здесь стипендии в Испании, на самом деле, они могут быть как маленькая зарплата. Правда, что они, как ребята в государстве, они обычно опаздывают, сильно опаздывают. Но все равно, может быть, что стипендии иногда, когда же может быть, что они нормальные. Практически как можно платить, например, аренду, или можно, например, со стипендией. В России это не так очень, потому что я знаю, что в России, если ты бакалавриат учишь, это типа как 3000 или где чем-то, да? Если ты магистратуру делаешь, это типа как 5000 примерно. Но с этим нельзя перешить, даже если ты сильно купишь еду один день, все потратишь. Поэтому это не так. А в Америке стипендии, правда, что есть иногда хорошие стипендии. На самом деле, если ты хочешь учить в Америке, у тебя денег нету, тебе надо как брать ипотеку, кредит
для этого. И это просто не очень. В-третьих, я тоже хотел говорить про систему оценки, да? Здесь, во-первых, в Испании у нас обычно есть 10 баллов. Обычно. Так что ты сможешь получить как 0, если это очень плохо ты сделал, и 10, если ты как отлично сделал, да? В России совсем по-другому, потому что в России есть 0 тоже, и это самый худший, ты сделал очень плохо все, и потом 5, это самый хорошо, как отлично, самый тщательно ты сделал. И между этими у тебя, конечно, 4, это получается, что это хорошо, потом 3 это не очень, и 2 это уже плохо, 1 плохо. Да? Но в Испании есть по-другому просто, потому что это 10 получит, это очень хорошо, 9 тоже очень хорошо, 8 это уже хорошо, ну там были несколько ошибок, потом 7, и 5, как это просто ты сделал как то, что надо для того, что ты как дальше идешь, и все. В Америке тоже система, потому что они буквы используют. Так что A, по букве A, может быть A или A+, это будет как 10, десятки в Испании или 5 в России. И потом будет, конечно, A+, это самый высокий, потом будет A-, B+, B, B-, C+, C, C- и так далее. Так что, как 3 в России и как 5 в Испании, это в Америке по букве C, по букве S. На русском, но на английском C. Это, если ты меньше, чем это значит, что у тебя просто было очень плохо. Все, это практически как, если ты меньше, как если ты 2 или 1 в России, или 3 или 4 в Испании и так далее. Да? Вот такие, они совсем по-другому на самом деле. Последний пункт, про который я хотел говорить, это система образования. Или какие домашние, мы уже говорили про экзамены и так далее, но сейчас говорю, что на самом деле в Европе, в Испании, в Европе тоже, и в России есть система, как типичная система из Европы, да, типа так, как старинная система, да, потому что обычно есть лекция, где ты там сидишь, преподаватель, он там стоит, много говорит, ты конспект пишешь, и потом ты ждаешь экзамен и все, да, пока. Это тоже так в Испании, правда, что, например, есть другие предметы, которые, может быть, как более, не знаю, какая-нибудь практика ты делаешь, какую-нибудь презентацию делаешь и так далее. Но на самом деле пока система, как я уже сказал, в Америке это совсем по-другому. Как они больше платят, чем в Европе и в России, правда тоже, что на уроке или на паре там меньше людей. И так что потом получается, что можно по-другому чуть-чуть делать. Можно, так что в Америке нормально, что студенты много говорят на уроке про то, что происходит там. Это хорошо. То, что они больше пишут домашние дома, и потом они дают преподавателю, и он поставит оценку, проверяет и все. И потом, после этого, конечно, экзамены, там не так важно, как в Испании или в России. Даже иногда нет экзамена, или иногда экзамен будет, не знаю, только 15 или 20%. Так что это хорошо, если ты такой, как трудоголик, хорошо работаешь, сильно работаешь, ты получишь совсем лучше, чем, может быть, в Испании или в России. И вот все, ребята. Я делал видео про образование сегодня. И ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы скоро увидимся. Пока-пока, ребятки.